Сегодня будем делать сплетение кавай, а именно его удлиненную вариацию. Расчеты на эту и другие виды цепей есть в приложении. Ссылка на главной странице канала и в описании к видео. Я рад приветствовать вас на цепилогии. Для изготовления цепи понадобится подготовить спираль с коэффициентом 3,2. Накручиваю проволоку на ригель через бегунок, диаметр проволоки которого равен диаметру навиваемой проволоки. Готовую спираль нарезаю на отдельные завитки. Длина каждого завитка 2,25 оборота. Каждое звено цепи состоит из двух завитков, сплетенных вместе. Зацепляю один завиток за другой и немного выворачиваю. Затем вкручиваю до полного формирования звена. Последующие звенья собираются аналогично. Соединение звеньев друг с другом происходит посредством двух витков. После сборки цепи перехожу к пайке.
Цепь хорошо держит форму, поэтому флюсую ее полным погружением. Пайка несложная. Я использую средний припой, так как им можно закрывать большие зазоры. Цепь очень емкая на количество припоя, поэтому использую проволоку диаметром примерно в половину от диаметра проволоки звена. После пайки слегка натягиваю цепь и, покручивая в разные стороны, придаю звеньям законченную форму. При этом витки звеньев должны сойтись вместе. Следующая операция – опиливание. На этом этапе придаю местам паек округлый вид. Каждое звено обрабатывается отдельно. Далее понадобится волочильная доска с отверстиями круглого сечения. Протягиваю цепь, формируя соответствующий профиль. При этом длина цепи увеличивается в 1,25 раза. Грубые риски от фильеры сглаживаю мелкой наждачкой и перехожу к галтовке. На сегодня это все. Благодарю за просмотр и до встречи на цепилогии.